В этом видео сажаем большую голубую ель, новогоднее дерево. Покажу весь процесс, как выбрать растение в питомнике и место для него на участке, как правильно посадить. Приятного просмотра! Приветствую вас на канале Дневник садовода. Следуем инструкции в справочнике для арбористов. Первое. Зри в корень. Диаметр кома должен быть в 8-10 раз больше диаметра ствола. Как посчитать? Измеряем диаметр кома, у нас 100 сантиметров. На высоте 1 метр от поверхности кома измеряем обхват ствола. 30 сантиметров. Делим на число π, получаем диаметр ствола 9,5 сантиметров. Ком по диаметру больше ствола почти в 10 раз. Идеально. Второе. Осматриваем кору ствола и скелетных ветвей. На них не должно быть потеков смолы и следов повреждения вредителями. Третье. Хвоя. Не должна осыпаться, цвет и размер соответствовать виду и сорту, без признаков повреждения заболеваниями и вредителями. Пожалуйста, не экономьте на доставке. Лучше доверите ее профессионалам. Здесь требуется специальное оборудование, знания и опыт. Обратите внимание, транспортировочная лента закреплена не за ствол, а именно за ком, обхватывает его. Так дерево выгружается максимально бережно. Посадочный материал, доставка и посадка от компании Дендропарк. Ссылка на сайт в описании под видео. Красавица ель будет одним из первых растений на этом участке. Мы с вами застали самое начало создания сада. Обожаю этот момент. Уже все построено, проложены дорожки, проведены коммуникации. Осталось самое интересное – посадить растение. Место посадки выбрали самое солнечное, как и требуется для елей с голубой хвоей. В центре сада, чтобы была видна с 3 видовых точек – от калитки, из гостиной и из зоны барбекю. Отмечаем место посадки колышком. Отмеряем ширину ямы. Диаметр кома плюс 40 см, по 20 на каждую сторону, чтобы удобно было опускать растение в яму и утрамбовывать землю при посадке. Глубина ямы. Высота кома минус 5-10 см. Почва на участке – тяжелая глина. Для ее улучшения добавляем покупной грунт для хвойных. Не стоит сажать растения чисто в покупной грунт без добавления своего. Во-первых, рано или поздно растение доберется корнями до него и испытает шок. Пусть привыкает сразу к составу вашей почвы. Во-вторых, покупные грунты изготовлены на основе торфа и очень легкие, они не удержат большое дерево. В-третьих, плохо промачиваются и удерживают влагу. Глину с дна ямы перемешиваем с покупным грунтом и тщательно трамбуем. Формируем невысокий холм с плоской вершиной. На нее встанет узкая нижняя часть кома. Со всеми предосторожностями вручную ребята закатывают дерево на волокушу. 6 человек на одну елку. 5 работают с комом, 6 следит за кроной. Страхует, чтобы сама не повредилась и соседей не зацепила. Я сажаю с этой компанией не первый год. Всегда они на позитиве, все шустро, налажено. Вот обратите внимание, края плитки закрыты фанерой, чтобы их не сломать. Такие моменты в том числе отличают профи от случайных помощников. И вот торжественный момент. Раз и готово. Ком должен быть очень качественно упакован, чтобы такое выдержать. Проверяйте это еще при покупке. Снимаем шпагат. При помощи длинной жерди выставляем дерево ровно вертикально. Сейчас его еще можно повернуть, даже такое тяжелое, самой красивой стороной к зрителям. Наша елочка со всех сторон хороша. Закрепляем ее в таком положении, засыпая и утрамбовывая грунт. Чуть не забыла. Очень важный момент. Глубину ямы отмеряем от уровня дорожек, а не от существующего на участке грунта. Видите, насколько поверхность кома сейчас выше плитки? Во-первых, грунт будет еще выравниваться и добавляться под газон. Во-вторых, ком осядет под собственной тяжестью. И в-третьих, при выкопке растения в поле, формируя ком, машина заглубляет корневую шейку автоматически.
Мы будем ее сейчас откапывать, снимая лишнюю землю, и ком станет ниже. Срезаем сетку. Не снимаем полностью, а срезаем с верхней трети кома. Мешковину свободно опускаем в яму. За год-два она полностью истлеет. Сквозь оставшуюся сетку корни спокойно прорастут, а потом и она проржавеет и рассыпется. Ищем первый крупный корень, отходящий от ствола, корневую шейку. Это и будет уровень почвы для нашей ели. Засыпаем яму смесью и тщательно утрамбовываем, не должно остаться никаких пустот. Отрастающие корни, попав в них, засохнут. А потом вы будете гадать, почему ветка отсохла, и обрабатывать от болезней и вредителей. А сейчас секретный прием подвязывания. Спас наверняка не один десяток деревьев. За него ребятам отдельное спасибо. Полоску мешковины оборачиваем вокруг ствола, потом 3-4 палочки из мягкой древесины и шпагатом все закрепляем. Такая подвязка, даже если вы забудете о ней на год, не перетягивает ствол. Проверено. На распорках дерево будет жить как минимум год. У плотной кроны ели большая парусность. Ветром дерево может не только раскачать и наклонить, но и вывернуть с корнем. Раз в месяц нужно проверять натяжение шпагата, чтобы держал растение одинаково хорошо во всех направлениях. Еще один важный пункт – тщательный, обильный полив. Ком мог подсохнуть еще в питомнике, а также во время доставки. Его нужно хорошо промочить. Помогает приствольный круг ровно по диаметру кома. Так вода, не растекаясь, попадает точно по адресу. Полив дополнительно уплотнит почву, заполнив ею все пустоты, и даст растению запас живительной влаги. Даже обрубленные корни способны всасывать. Для хвойных это особенно актуально в осеннюю посадку, ведь они и зимой продолжают испарять воду. Пролить лучше несколько раз, последний перед самыми заморозками. Ель заняла свое королевское место. Я себе позволила ее немного принарядить. Вот вам тест на внимание. Какая игрушка пропала? Сравните две ели, эту и на заставке к видео. Пишите ответ в комментариях. Обязательно вернемся в этот сад. Вам же интересно, что еще посадили и посадим? Подпишитесь, чтобы не пропустить. Спасибо за внимание и до новых встреч! And I think to myself, what a wonderful world.